Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня у меня очередная вариация на тему вязания моделей регланом сверху. Отличительной особенностью данной модели является драпировка, вручную сформированная из машинного лицевого полотна при помощи горизонтального трикотажного шва. В данной модели очень мало ручной работы. Все детали выполнены на машине, вручную выполнены регланные линии, планки по низу изделия, манжеты, один ряд столбиков без накида, связанных в обратном направлении, его называют рачьим шагом, и вручную сформированная имитация косы путем перенаправления машинного полотна в другую сторону. Воротник в данной модели цельновязанный, с него начинается вязание полочки. В дальнейшем он пришит по линии горловины, совмещен и соединен трикотажным горизонтальным швом. Детали по регланной линии соединены без шва. В результате получается абсолютно эластичное полотно, имитирующее цельновязанную кокетку. На рукавах и при соединении полочек и спинки проложен вертикальный трикотажный шов. По низу полочек и спинки связаны 12 рядов платочной вязки. Все детали закрыты эластичным кетельным швом. Передний срез полочек обвязан одним рядом рачьего шага и свободно закручивается вовнутрь. Расчет петель для данного кардигана очень прост. Нужно определиться с двумя мерками. Это ширина изделия. Ширина изделия – это обхват груди плюс добавка на свободное облегание. В моем случае мне нужно 106 петель. И высота проймы. В моем случае это 68 рядов. По 4 петли нужно оставить на подрезы. И с учетом того, что прибавки будут в каждом втором ряду, по регланной линии у меня с каждой стороны добавится по 34 петли. Отнимаю данное значение от 106, остается 30 петель. Вязание спинки я начинаю с 30 петель. Далее изделие вяжется вниз. При необходимости выполняется либо приталивание, либо легкое расширение, либо, как в моем случае, спинка вяжется прямо до нужной длины. Рукав. Ширина рукава при вязании реглана – это 40% общего количества петель на спинке и на полочках. 106 плюс 106 и 40% от 212 – это 84 петли. 4 петли для подреза. По 34 петли наберется по регланной линии. Вязание рукава в моем случае начинается с 8 петель. И полочка. Полочка начинается с половины воротника. Воротник у меня 20 петель. Здесь я вяжу 40 рядов. Это немного больше, чем нужно. Лишнее потом распустится при совмещении. 34 петли я также набираю по регланной линии. 4 петли на подрез. Максимальная величина полочки 58 петель. Далее вяжется вниз аналогично спинке. Данные расчеты индивидуальны, они зависят от размера, плотности вязания и используемой пряжи. Я начинаю вязать спинку на иглах 30 петель.
Провязано 4 установочных ряда. Сейчас 68 рядов. В каждом втором ряду я буду прибавлять по одной петле с каждой стороны. Для этого просто выдвигаю иглу. При вязании за счет выдвижения игл в каждом втором ряду образуется ряд вот таких четких арочек. Полотно постоянно расширяется, поэтому нужно как можно чаще поднимать вверх гребенку и надевать ее на вводимые в работу петли. Пройма связана. Сейчас нужно добавить по 4 петли с каждой стороны для подреза. Для этого я накидываю нить на 4 петли. И с другой стороны. Я объединила все получившиеся у меня 106 петель на одну гребенку и сейчас вяжу прямо на нужную мне длину. Я начинаю вязать полочку и сначала на 20 петлях свяжу 40 рядов для воротника. Половинка воротника связана, обнуляю счетчик и начинаю вязать пройму. Для этого в каждом втором ряду выдвигаю по одной петле. Пройма 68 рядов. Я связала 20 из планируемых 68 рядов проймы. С этой стороны формируется ряд арочек. Начинаю формировать заготовку для драпировки. Для этого с противоположной от скоса регланного стороны я снимаю на нить дополнительную 16 петель. На 16 петлях проложена дополнительная дорожка бросовой нитью. Сейчас я вяжу дальше. Параллельно формирую регланную линию за счет выдвижения в каждом втором ряду иголочки. С этой стороны вяжу ровно 12 рядов. От дополнительной дорожки провязано 12 рядов. Я отступила 8 петель от края. И дополнительную дорожку прокладываю на 16 петлях. Далее. На 16 петлях проложена дополнительная нить. Вяжу далее вновь 12 рядов. С этой стороны не забываю формировать регланную линию. Связано еще 12 рядов и прокладываю вот такую же дополнительную дорожку, как первую. Связано еще 12 рядов, повторяю вот такую полосочку. Для этого отсчитываю 8 петель с края
и на 16 петлях прокладываю дополнительную дорожку. Пройма связана. Сейчас нужно добавить 4 петли для подреза. Объединяю петли на одну гребенку и вяжу вниз на нужную длину. Полочка связана, отпарена, чтобы не убегали открытые петельки. И сейчас нужно сделать перекрещивание косы. Я убираю ставшую ненужной дополнительную нить. Нижняя часть перекрещивания выполняется первой, поэтому соединяю вот эти участки. Отсчитываю 8 петель. И, захватывая стенки соседних петель, выполняю шов. Вот 2 соседние петли, вот полузахваченная. Нужно следить, чтобы выполняемый ряд не был слишком тугим и не провисал. Открытые части на верхнем срезе закончились. Переворачиваю полотно и начинаю соединять оставшиеся открытые петли. Захватываю петлю, у которой только одна стеночка. Перекрещивание выполнено. Если остаются неполные петли, содержащие только одну стенку, их тоже нужно захватывать. Конец надежно закрепляется. Следующее перекрещивание выполняется в другую сторону, значит, вначале соединяются эти участки.
С лицевой стороны прокладываю шов в открытые петли. Для этого захватываю стеночки соседних петель. Нижняя часть перекрещивания выполнена. Сейчас верхняя. Нужно соединить вот эти участки. Все открытые петли собраны. Получилось перекрещивание в другую сторону. Так это выглядит с изнанки. Все перекрещивания выполняются аналогично, меняется только направление косы, а значит порядок соединения противоположных участков. Все. Драпировка заложена. И сейчас мне нужно выполнить соединение по линии реглана. На спице у меня одна петля, и я ее буду провязывать попеременно лицевой в лицевом ряду, изнаночной в изнаночном ряду с арочкой и ближайшей к ней петлей. Вот арочка, а вот ближайшая к ней нить. Это половинка петли. Лицевая. Переворачиваю на изнаночный ряд. Подхватываю первую арочку и половинку соседней петли обратным концом спицы. И провязываю петлю, регланную петлю изнаночной. В лицевом ряду вновь арочка, ближайшая к ней нить половинка петли, лицевая петля. В изнаночном вот арочка, вот ближайшая к ней нить. Все вместе провязываю изнаночную. Я немного провязала, показываю результат. Вот так это выглядит с лицевой стороны. Вот так с изнанки. Вяжу до конца проймы в лицевом ряду. Арочка и ближайшая к ней нить провязываются лицевой петлей вместе с регланной. В изнаночном арочка и ближайшая к ней нить провязывается изнаночной вместе с регланной петлей. Я выполнила регланную линию. На петлях подреза захватывала нити с полотна через 1,5 петли. Двум рядам регланной линии соответствует 1,5 петли
горизонтального полотна. Сейчас я оставляю длинную нить для выполнения трикотажного шва и сшиваю детали полочек, спинки и рукавов. Я прокладываю боковой шов. Для этого попеременно захватываю нить, располагающуюся между кромочной петлей и следующей петлей полотна. Получается малозаметное соединение. На изнанке небольшой рубчик. Шов достаточно эластичный. Я отплела установочные ряды на горловине, надела открытые петли на спицу. На спице то количество петель, с которого мы начинали вязание, плюс по одной петле с регланной линии. Сейчас я закрою петли эластичным кетельным швом. С лицевой стороны получается вот такая дорожка. Я отметила середину спинки меткой, и сейчас мне нужно сшить горловину и половинку воротника. При сшивании я исхожу из того, что двум рядам на вертикальном участке соответствует 1,5 петли на горизонтальном. К одному ряду на вертикальном полотне я буду захватывать либо целую, либо половинку петли. Один ряд, половинка петли, один ряд, целая петля. У меня сразу начал формироваться вот такой напуск. Бояться этого не нужно. В данном случае это обусловлено тем, что здесь уже сложена драпировка. Я пришила воротник, распустила лишнее и оставила столько, чтобы с учетом еще одного проложенного трикотажным швом ряда было ровно. Чтобы избежать еще одного узелка, пользуюсь ниткой от распущенного ряда. Совмещаю крайние петли и, захватывая стеночки у соседних петель попарно, прокладываю шов. Шов проложен, его начало незаметно. Сейчас я сделаю примерку и определюсь с длиной изделия и длиной рукава. Затем по низу изделия выполню планку платочной вязкой. Из-за того, что ширина платочной вязки и лицевой разная, платочная шире, я буду использовать более тонкие спицы. По переднему краю полочек я прокладываю один ряд столбиков без накида.
провязанных в обратную сторону. Обычно такой ряд называют рачьим шагом. Для этого под кромочную каждого второго ряда я провязываю столбик без накида. Вытягиваю петлю и протягиваю новую петлю через две имеющиеся. Получается ровный зубчатый край. Вязание закончено. Если вам понравилось мое видео, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.